вы, все вы, ничто! Знакомо ли вам это чувство, когда происходит что-то настолько ужасное, предательство, потеря, крах всего мира, и внутри вас что-то вдруг выключается? Вы продолжаете ходить на работу, улыбаться коллегам, оплачивать счета. Вы выглядите как живой человек, но внутри вас тишина и холод. И абсолютное нежелание чувствовать хоть что-то, потому что если вы позволите себе снова чувствовать, то вновь начнете ощущать эту невыносимую боль. В психологии это называется заморозка аффекта или диссоциация. В Азероте это называют судьбой королевой Банши. Мы привыкли спорить о ней уже 10 лет. Сильвана злодейка или герой? Она сожгла древо ради гениального плана или ради истерики? Кто она, предательница Орды или спасительница Вселенной? Но сегодня мы будем судить не эльфа. Сегодня мы поговорим о нас с вами, о человеке, о том, как чудовищная травма превращает жертву в палача, и почему каждый из нас, переживая свой личный ад, рискует однажды посмотреть в зеркало и увидеть там Банши. Это анатомия сломанной души, и погнали разбираться. Кстати, о тех местах, где все началось. Давайте отбросим магию. Что на самом деле сделал Артас? Он не просто убил ее, он лишил ее воли. Это высшая форма насилия, когда у тебя забирают право распоряжаться собой. Что делает психика в такой момент, чтобы не сойти с ума? Она расщепляется. Вспомните момент, когда Сильвана обрела свободу. Она не побежала рыдать над своей судьбой, она стала холодной, расчетливой машиной для убийств. Почему так произошло? Потому что генерал Следопытов, та, кто умела любить, смеяться, чувствовать тепло солнца, была убита. И вместо нее осталась только функция. В жизни мы видим таких людей каждый день. Это трудоголики, которые работают по 20 часов в сутки, только чтобы не остаться наедине со своей пустотой. Это циники, которые высмеивают любую романтику и искренность, потому что однажды их предали, и они решили, что больше никогда никому не будут доверять. Сильвана надела маску королевы мертвых, потому что быть живой для нее означало быть уязвимой, а уязвимость для нее – это смерть. Она убедила себя, что «у меня нет сердца, значит его нельзя разбить». Кстати, Артас ровно так же убедил себя и в один момент полностью физически вырезал себе сердце, чтобы больше ни о ком не вспоминать и не чувствовать себя живым. Но почему эта маска приросла так крепко? Чтобы понять это, нужно заглянуть глубже Артаса. В романе Кристи Голден есть очень важная деталь. Самым любимым существом во вселенной для Сильваны был ее младший брат – Лират. Он был обычным музыкантом, поэтом, и он погиб молодым. Знаете, как она называла его в детстве? Маленький солнечный лорд. А теперь перенесемся в Таргаст. Вспомните, как она общается с пленным Андуином Рином. Она зовет его Львенок. Но как же свобода воли, Сильвана? У нас никогда ее не было, львенок. Вы замечали, что она возилась с ним слишком долго? Тюремщик требовал сломать его волю мгновенно, но Сильвана неделями вела с ним беседы. И напрашивается вопрос, почему она так долго тянула с его обращением в пешку тюремщика? Потому что в Андуине она видела не короля Альянса, она видела своего мертвого брата, которого не смогла уберечь. И именно поэтому ей было больно превращать его в марионетку тюремщика. И какой в этом смысл? Давать выбор, которого тебя лишили. Даже после всех злодеяний в твоей душе все еще теплится жизнь. Словно королева Банши не смогла подчинить генерала Следопытов. Ломая волю Андуина, она словно второй раз убила своего брата собственными руками. Это был момент ее глубочайшего внутреннего раскола. Это чистая психологическая проекция. Андуин напоминал ей Лирата мягкостью, этим раздражающим светом в глазах, и в ее сломанной психике родилась чудовищная идея. Да, я не спасла брата от смерти, но я спасу этого мальчика от несправедливой системы. Ломая волю Андуина, она искренне верила, что спасает его от участи жертвы. Лучше ты будешь живым монстром, как я, чем мертвым героем. Ее жестокость была искаженной формой любви, и от этого становится только страшнее. Многие гадали, зачем она вообще пошла за тюремщиком, только ли ради власти. И тут сплелись две причины. Во-первых, вся ее жизнь после смерти была погоней за контролем. Почему же она заключала союзы с валькирами? Почему пошла к тюремщику?
Это страх жертвы, и жертва верит, чтобы меня больше никогда не ударили, я должна стать самой сильной в комнате. Я должна держать нож у горла мира. Ее знаменитое «я не буду служить» — это не пафос, это мантра человека с ПТСР. Она построила вокруг себя стену из цинизма, власти и страха. Но проблема таких стен в том, что они не только не выпускают врагов, они не впускают никого близкого. Сильвана осталась одна в тюрьме, которую построила сама, думая, что это крепость. Но за этой стеной скрывалась отчаявшаяся сестра. Когда Сильвана увидела истинное устройство смерти, она пришла в ужас. Она узнала, что арбитр разделяет души. Семьи разлучают навечно. Сильвана поняла страшную вещь. Даже умерев, она никогда не встретит Лерата. Она никогда не увидит родителей. Их раскидают по разным мирам. И для человека, который живет ради семьи, это был крах. Она поняла, что смерть не приносит покоя. Она приносит лишь вечное одиночество. Именно поэтому Сильвана решила сломать этот несправедливый механизм. В ее искаженном сознании убить всех значило спасти всех от разлуки. Она хотела построить новый мир вместе с тюремщиком по своей наивности, где близкие никогда не расстаются. Это была безумная, но все-таки любовь. Именно поэтому она согласилась на сделку с Заваалом. Он пообещал ей сломать эту систему. Ее мотивация была простой и детской. «Я сожгу этот мир, я стану величайшим злодеем, но я построю новую вселенную, где мы с родными будем сидеть за одним столом и никогда не расстанемся». Она продала душу не ради трона, она продала ее ради надежды на встречу. Но благие намерения Сильваны привели к катастрофе. Ее личный ад наступил у берегов Тельдрасила. Почему она сожгла древо? Это была ее тактика? Как бы не так. Это была ее истерика. Посмотрите внимательно на сцену с эльфийкой Деларин. Эльфийка смотрит ей в глаза и говорит: «Ты не можешь убить надежду». Не плачь. Скоро ты встретишь своих близких. Я плачу по тебе. Ты воюешь против самой жизни. И в этой войне тебе не победить. Убей нас всех, но надежду ты не убьешь. И в этот момент у Сильваны срывает крышу, потому что эльфийка продолжает даже на смертном одре сопротивляться. Потому что счастливый, надеющийся человек для глубоко травмированной личности — это как соль на открытую рану. Видеть чужую надежду, когда твоя собственная мертва, это невыносимо больно. В этот момент Сильвана сжигает древо. Она пытается уничтожить то зеркало, в котором видит себя, кем она могла бы быть, но уже никогда не станет. Это классический механизм. Если я не могу быть счастливой, я сделаю так, чтобы страдали все. Она хотела доказать всему миру и самой себе, что надежды нет. Потому что если надежда есть, значит все ее страдания были напрасны. Но любой морок однажды спадает. В ролике «Пробуждение» мы видели гениальную сцену. Внутри ее головы встретились две личности. Генерал-следопыт, та, что умерла героем, и королева Банши, та, что творила геноцид. Это был их дом. А ты убила их всех. Сколько невинных душ ты погубила! Это важнее, чем жизнь и смерть. Это единственный путь к настоящей свободе. Как ты не видишь? Я вижу, кто ты. Убийца! Монстр! Изверг! Почему я не могу ничего сделать? 20 лет Банши управляла телом, пока живая часть была в стазисе. Банши — это застрявший во времени обиженный подросток с суперсилой. Исцеление началось только тогда, когда светлая часть перестала отрицать реальность и сказала, что да, это сделала я, и я несу за это полную ответственность. А теперь меня терзает монстр с моим лицом. Это Банши. Это ты. Нет, И ты видела, что она совершила. нет, никогда. Ни за что я бы не предала все, ради чего я жила. Нам не изменить прошлое. И в будущем нас, возможно, не простят. Что происходит, когда заморозка спадает? Сильване вернули осколок души. Многие ждали, что она сразу станет доброй. Но посмотрите на ее реакцию. Она кричит, она теряет сознание.
Потому что обрести подавленные чувства снова – это адски больно. Вместе с душой к ней вернулась и совесть, и вся тяжесть того, что она натворила за эти годы. Тельдрасил, гнилостень, предательство – все это обрушилось на нее в одну секунду. Это цена исцеления, и нельзя вылечиться, просто забыв прошлое. Нужно заново прожить всю эту боль. Суд Тиранды стал финальной точкой. Многие кричали, почему Тиранда ее не казнила, это слитая концовка, и Сильвана должна была умереть. Ты заслуживаешь лишь страдания! Твоим грехам нет числа! Сколько душ обречено тобой на муки? Мы верили тебе, а ты нас предала! Мой дом, моя семья, все сгорело! Мой разум не был в его власти. Я действовала по своей воле и готова за это заплатить. Смерть искупит мою вину, Тиранда. Я не жду от тебя милосердия. Но покоя тебе не будет, ветрокрылая, пока души твоих жертв не обретут покой. Друзья, послушайте саму Сильвану. На суде она говорит: «Смерть искупит мою вину. Я не жду милосердия». Она сама хотела умереть. Для человека, который столько лет жил в аду собственной головы, смерть – это избавление, это очень легкий выход. Но Тиранда отказала ей в этой милости. Приговор «покоя тебе не будет, пока души твоих жертв не обретут покой» – это ресторативное правосудие. Ей не дали сбежать в небытие, ей приказали жить с этим грузом, смотреть в глаза каждой жертве, лично, веками. Это самое страшное и самое правильное наказание. В этот момент, когда истеричный подросток умирает, как раз таки и рождается взрослая личность. Она наконец-то перестала бежать от самой себя. И вот мы добрались до настоящего времени, патч 11.2.7. Мы спускаемся в утробу и видим уже совсем другую личность. Это больше не королева Банши, это отшельница. В новых квестах есть потрясающая деталь. Сильвана находит потерянные души, подбирает для них правильные слова, чтобы они могли уйти, а затем играет им на лире, чтобы успокоить их боль. Вдумайтесь в этот образ. Та, чей крик Банши раньше убивал, теперь использует голос, чтобы петь колыбельные. Она превратилась из тирана в терапевта. Она проживает каждую историю каждой души, которую спасает. И сейчас за ней молча следует безымянная душа. Она исчезает и появляется вновь, не говоря ни слова. Я уверен на 100%, что это Натанос. Увязался за мной. Преследует молча, исчезает, а потом возвращается вновь. Натанос единственный, кто знал ее секреты. И знаете, что самое важное? Он любил ее не за силу. Он любил ее настолько, что предлагал бросить все, уйти из Иргримара и жить счастливо вдвоем, пока не началась война. Но Сильвана отказалась, она выбрала миссию, а не счастье. И сейчас, когда его душа молча ходит за ней в утробе, это ее немой укор самой себе. Она пожертвовала любовью ради цели, которая оказалась ложью. И теперь ее искупление – это не просто спасти души, а вновь научиться ценить того, кто готов пойти за ней даже в ад. И это показывает ее главный рост. Старая Сильвана приказала бы ему подойти, воскресила бы его, заставила служить. Новая же Сильвана дает ему свободу. Она просто позволяет ему быть рядом, пока он сам не будет готов. Это и есть здоровая любовь, без контроля. Финальный аккорд – это встреча с Саратором, сыном ее сестры Алерии. Он просит ее вернуться. Азероту нужны герои в противостоянии с Ксалатат. Но Сильвана отвечает ему, что «мое место и долг только здесь, не среди живых». Почему она отказывает? Ведь не из вредности. Она видит в Араторе черты его родителей, упрямство Трулеона и бунтарство Алерии. Она видит в нем будущее, и она понимает, если она вернется, то принесет с собой свою тень. «Что стоит искупление, если оно приносит вред?» – спрашивает Сильвана. Это поступок взрослого человека. Она понимает, что есть ошибки, которые нельзя просто замазать героическим поступком. Она выбирает остаться в аду, чтобы ад не пришел к живым. Она говорит Аратору «будь ветрокрылым», передавая эстафету. Она наконец-то отпустила свое эго, и это позиция взрослого, мудрого человека. История Сильваны Ветрокрылой, возможно, закончена, но она останется с нами навсегда, потому что в каждом из нас где-то очень глубоко живет эта маленькая Банши.
та часть души, которая однажды очень сильно обожглась и решила, что все, хватит, я больше никому не поверю, я буду сильным, злым и холодным, я никому не буду служить. Мы можем осуждать ее поступки, но мы не можем не узнавать ее боль. Сильвана учит нас главному. Можно убежать от Артаса, можно сбежать в темные земли, можно попытаться перекроить саму реальность, но от себя убежать невозможно. Рано или поздно придется остановиться, снять броню, взять в руки лиру и просто разрешить себе снова быть живым, даже если это чертовски больно. Спасибо, что досмотрели этот ролик. Напишите в комментариях, верите ли вы в ее искупление и узнали ли вы в ее истории себя. Я прочитаю каждую вашу историю. Берегите своих внутренних львов и не бойтесь чувствовать. С вами был Лунный Монах. Играйте в удовольствие.